how much money doctors can make. I don't know. It's just quite sensitive, I think. Why I paid that much? Because I'm a foreigner. Drink hot water. That will fix it. It basically cracks your bone. We laugh, we joke, we sing. What a beautiful day. Когда вы слышите слово «больница», что приходит вам на ум? Километровая очередь и старый ремонт? Именно так и выглядит большинство государственных больниц. Но что, если я скажу вам, что все, что вы видите за моей спиной, интерьер больницы, международной, частной? Но поверьте, немногие похожи на эту. Сколько стоит консультация местного врача? И реально ли традиционная китайская медицина работает? Со мной Кава Чен, глава Департамента контроля качества и безопасности в Delta Health. Добрый день. Привет, Юлия. Спасибо, что пригласила меня сегодня. Спасибо, что приняли предложение и провели нам тур. То, как здесь все выглядит, очень впечатляет. Спасибо, да, здесь действительно очень красиво. Что входит в ваши обязанности? Начнем с того, что работа любой больницы опирается на важнейшие основы, игнорировать которые ни в коем случае нельзя. Это контроль качества, безопасность медицинской деятельности и качество предоставляемых услуг. Что касается работы моего департамента, мы выполняем много рутинной, довольно механической работы. И также следим за тем, чтобы ее выполняли и другие. Это все важно для того, чтобы обеспечить высокий уровень сервиса пациентам. А чем отличается государственная больница от частной? Кроме того, как они выглядят, это очевидно. Отличный вопрос. На самом деле, у каждого свое понимание о том, каким должен быть медицинский сервис. Лично для меня сервис – это качество предоставляемых услуг. Я уверен, что и в государственных больницах есть перечень необходимых медицинских услуг, но вся разница в качестве этих услуг. Быть врачом в Китае престижно? Безусловно. Ну, вообще, я хотела спросить, сколько денег врачи зарабатывают. Ну, эта тема щекотливая. Я порылась в интернете и вычитала, что средняя зарплата врача в Китае в районе 43 тысяч юаней в месяц. Здесь все сильно зависит. Ну, хотя бы у кого самая высокая зарплата? Трудно сказать. Хирурги получают отличную зарплату, но она также формируется, исходя из статуса хирурга, опыта и так далее. Я помню, как я первый раз пришла в китайскую больницу с обычной простудой, и это стоило мне 1500 юаней. За то, что доктор померил мне температуру и выписал какой-то сироп от кашля. Почему так дорого? Я вам скажу почему. Потому что я иностранка. В Китае в любой государственной больнице есть иностранный департамент. Там все то же самое, только на английском. Так что за то, что доктор вроде говорит по-английски, мы платим в 10 раз больше. Так получается? И да, и нет. Ты думаешь, знание английского плюсуется к общему счету? У нас в больнице другие критерии формирования цены, и она точно не зависит от знания врачом английского. Все зависит от того, сколько времени врач тратит на консультацию. Например, стандартная консультация занимает примерно от 15 до 30 минут. Ровно столько необходимо, чтобы провести тщательный осмотр. Сколько стоит консультация? Зависит от специалиста, к которому ты пришла. Я могу привести пример, но ты должна понимать, что цены разнятся. В среднем консультация семейного врача или терапевта
стоит 300 юаней. If you want to see a consultation, schedule a consultation, the standard price is 300. Но может стоить и 500, и 800. Зависит от того, сколько времени врач с тобой провел. И, конечно, кроме консультации и осмотра, в эту оплату также входит стоимость медикаментов. А у вас в Delta Health очень много разных медицинских направлений. Я посмотрела на сайте. Но то, что заинтересовало меня больше всего, это традиционная китайская медицина. Okay. Yes. Well, you did your research. Я смотрю, ты хорошо подготовилась. Да, у нас в больнице действительно более 20 разных специализаций. Но в первую очередь Delta Health — это Центр сердечно-сосудистой хирургии. У нас работают лучшие специалисты этого направления, и мы этим гордимся. Что касается традиционной китайской медицины, то соглашусь, что в последнее время она стремительно набирает свои обороты. Все больше и больше людей признают традиционные методы диагностики и лечения. Да, сейчас традиционная китайская медицина очень популярна. И не только у китайцев, но и у экспатов в Китае. Да и не только в Китае. У традиционной китайской медицины огромная история. Ей ведь уже 1002 лет. У нас есть перечень услуг традиционной китайской медицины. Это иглоукалывание, медицинские банки, лечение травами, диагностика по пульсу. Отчасти я считаю, что традиционная медицина так популярна сейчас именно потому, что очень экзотична для западных людей. Да, правда. Такая загадочная и как будто непонятная, да? Я знаю, что философия традиционной медицины в Китае строится на движении энергии ци в теле человека. Если оно нарушается, то возникают болезни. Да, все так и есть. Я не специалист традиционной китайской медицины, но я обращался к нашему специалисту в Delta Health. Я бы назвал ее комбинацией традиционных практик и основ привычной западной медицины. И главное, что это работает. И тем больше научная база, подкрепляющая традиционную медицину. Например, иглоукалывание отлично снимает боль. У меня боли в пояснице, и иглоукалывание мне очень помогает. О, нет, иголки точно не про меня. Тебе просто надо попробовать. Любой доктор в Китае – это врач традиционной медицины. Не совсем. Врач традиционной китайской медицины – это специалист. Необходимо пройти дополнительное обучение и иметь определенный опыт и понимание. Кроме того, получить специальную лицензию. Когда у меня болит голова, например, я спрашиваю у китайцев, какие таблетки мне стоит выпить. Они улыбаются и говорят: пей горячую воду. Мы, иностранцы, не воспринимаем это всерьез. Горячая вода и забитую канализацию может вылечить. Это, кстати, правда. Не, ну я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Ну, вообще, с точки зрения традиционной медицины, это все о балансе. Есть же инь и янь, горячее и теплое. Это о балансе энергии. Кстати, возвращаясь к иглоукалыванию, это лишь звучит страшно, вставлять иголки. Но из моего личного опыта скажу, что на самом деле это не больно. Ой, вы, доктора, всегда говорите, это не больно. Давай вставай, пойдем, попробуем. We laugh, we joke, we sing. What a beautiful day. Мы с доктором Цай, он занимается традиционной китайской медициной. Здравствуйте. Я очень нервничаю, потому что сейчас мы будем ставить мне иголки, и чтобы вы понимали, я никогда раньше их не ставила никуда. Это больно? Ну, чуть-чуть. Я почитала в интернете, как это работает. То есть точки, куда вставляются иголки и каким-то образом воздействуют на выработку в теле натурального обезболивающего.
就会产生类似于人体的经络就会产生这个不通畅。 Верно. Энергия в теле должна быть в движении. Когда где-то происходит блок, ты чувствуешь боль именно в этом месте. Сколько вы хотите мне поставить? Штук 5. 中医认为我们的脉呢，和我们的五脏是有联系的，肝心脾肺肾是有联系的。 Врачи традиционной китайской медицины верят в то, что пульс отражает циркуляцию энергии в организме и показывает работу внутренних органов. 包括肝、心、脾、肺。 Печени, сердца, легких. Вы все это можете узнать по ритму моего пульса? 是的，我们通过 Да-да. Can we check mine? yeah. Is it the Давайте, same правая или from, левая like, рука? left to Есть right? It's the разница? same. 左边呢，从上到下，左边是这个心、肝和肾，这个 На каждой руке есть 3 точки, благодаря которым можно определить работу органов верхней части тела, средней и нижней трети. Сердечный ритм на левой руке показывает работу сердца, печени и почек. 右边呢是和肺，然后和我们的脾，然后这边呢也是肾，这样子。 На правой руке у нас легкие, селезенка и тоже почки. 您的脉呢，这个脾胃的这个能量，胃肠道的这个力道差一些，这样。 Энергия твоего желудка слишком слабая. Yeah. Что это значит? 不要尽量多运动，然后减少糖类还有凉的东西。中医认为凉和甜对脾胃伤害是最大的。 Доктор говорит, тебе следует избегать сладкой и холодной еды. 糖还有什么？ Sugar and 凉 ice cold food. Okay. Она может влиять на работу всех твоих органов. Ты хочешь те, которые поменьше, да? No pain, no pain, no pain. No pain. 您可以试一下这个新型的。 Вот еще один вид иглоукалывания. 像我们的这个拔罐嘛，这轻轻的， Комбинация медицинских банок и иголок. Oh, it's no pain. 有什么感觉？ Что здесь за точка? Center is here. Like what 这个位 organs? 置是什么影响什么？这是合谷穴，非常重要的一个穴位。 Она отражает работу твоего желудочно-кишечного тракта. So let's try the needle. Yeah. Dr. Chai, should Yulia take off the watch? The watch. 把表稍微摘下来一点。 Okay. It's very small needle. Просто не Don't look at смотри. it. Yes, please. Все, готово. It's Уже already in. все? Really? Do you feel it? Чувствуешь ее? Нет, That's а great. сколько мне... Ой, не буду лучше смотреть. But you don't feel the pain. Ну, вообще не больно. Не больно, не A больно. little bit. Or... Pain? No, I don't feel. Раньше иголки вставляли на 4 вдоха. Four breath of time. Вставляешь, Four breath, you take делаешь 4 But вдоха nowadays, и вытаскиваешь. doctor will use, Сейчас иглоукалывание применяют в качестве обезболивающего. painkiller. So usually Обычно 10 оставляют minutes. иголки минут на So the second one 10-15. is coming. Получается, иголки ставятся в разные точки на теле, чтобы воздействовать на разные органы? Is it already? How's Готово. It? How's it feel? Больно? Нет, не больно. So how many, is Сколько it поставим like, Юлии сегодня? 来四针吧，好吧。 Four needles? 4. 呀，因为刚才他心跳比较快嘛，这样子，这样子。 So do you Ты feel успокоилась less nervous чуть-чуть? after the needle No. go? Нет. Sleep pattern Как ты at home? спишь? Иногда Sometimes плохо. have insomnia. 有时候会睡不着。对，然后 I don't hear. Ой, я не слышу, что вы там говорите. This is the last Это one. последнее, чтобы улучшить твой This сон. is good for your sleep. 好的。这个名字叫神 Oh my 神门， God 这个最下面叫神门。 This is the pressure point named Sun Mun. 神 It's good for your
Как ты себя чувствуешь? Я чувствую небольшое давление. Но если не смотреть на иголку, то все окей. Но выглядит страшновато, да? Да, на вид не очень. Смотрите, эта иголка двигается. Эта иголка стоит рядом с мышцей, поэтому двигается. Ну что, не больно же было? Нет, нет. 1个小时之内尽量不要洗手，这样子。 В течение часа постарайся не мочить руки. А кушать можно? Можно. Обычно перед иглоукалыванием не стоит сильно наедаться или голодать. Ты чувствуешь себя нормально? Ну, я бы, конечно, с удовольствием сходила на китайский массаж. Но нужно сначала закончить интервью. Спасибо большое за вашу консультацию. 下次你可以试试按摩，还有艾灸，都是中国非常好的。 В следующий раз приходи на массаж и термотерапию. Это воздействие теплом на организм. 都是有趣的和特殊的。OK， Yeah, okay. Thank you. 好的， Yes. 谢谢。 Thank you very much. We laugh, we joke, we sing. What a beautiful day. Ну, как самочувствие? Ну, все не так страшно, как думала, да? Нет, это страшно, но не больно. Или ваш врач очень хорош. И то, и другое. Я порылась в интернете перед нашим интервью и почитала про традиционную китайскую медицину и обнаружила, к своему удивлению, огромное количество книг на тему диетотерапии. Питание всегда является частью процесса лечения. Китайская концепция диетотерапии основывается на теории инь и ян. Любая еда обладает энергией или характером. Он может быть холодным, прохладным, теплым и горячим. Также есть продукты, которые восполняют энергию или убавляют ее. Хиропрактика. Понятия не имею, что это, но я прочитала в интернете. Это что-то вроде мануальной терапии, где основным предметом лечения является позвоночник. Да? Как это все работает? Что это такое? И что это лечит? Все верно. Хиропрактики владеют особой техникой массажа и могут легко устранить защемление позвоночных нервов. Мы все сидим в офисе каждый день, бесконечно смотрим в телефон. Я сам мучаюсь от боли в пояснице. Хиропрактика утверждает, что именно неправильное расположение костей приводит к нарушению работы внутренних органов. Так что хиропрактики ставят их на место. Да, я видела эти видео. Это точно безопасно? Хороший вопрос. Любые медицинские манипуляции имеют долю риска. Хиропрактика относительно безопасна, потому как специалисты проходят обучение и должны получать лицензию, прежде чем начать практиковать. Вот как раз мой следующий вопрос об этом. То есть изначально хиропрактик имеет медицинское образование и затем дополнительно учится навыкам хиропрактики, так? In some country, you can become a chiropractic therapist without being a doctor. Я посмотрела, сколько стоит сеанс хиропрактики в Шанхае. И это очень дорого. Я приведу в пример стоимость одного сеанса в двух разных клиниках, без названий. В одной клинике сеанс стоит 1500 юаней, в другой, международной клинике, тоже известной, цена 2600 юаней за один сеанс. Ну, цена зависит от уровня специалиста, его опыта, стажа работы. Поэтому может разниться. У нас в Delta Health ты можешь купить несколько сеансов пакетом, поэтому и цена будет ниже.
Да это все равно супер дорого. 2000 за сеанс. И нужно будет купить хотя бы 10, да? Я помню, моя знакомая китаянка как-то простудилась. Она съела какие-то ягодки, корешки из аптеки, попила чай с корицей и вылечилась. Что это такое? Это фитотерапия. Лечение травами. Очень не похоже на западные методы лечения. Это не таблетки, не сироп, как вы, наверное, привыкли. Но на самом деле травы – это те же биохимические вещества, как и таблетки. Ты же не ешь их в том виде, в каком их продают. В Китае, кстати, нельзя купить антибиотики без предписания врача. А травки эти можно купить без предписания? Тоже нужно предписание врача. Серьезно? Это же просто травки. Смотря где ты будешь покупать. Если у нас в больнице, то тебя точно попросят предъявить предписание врача. Ну вот, мы поговорили о китайской традиционной медицине, и это не так-то и дешево иногда. Медицинская страховка покрывает расходы по лечению? Да, покрывает. Правда? Вау, то есть изначально она включена в пакет. Есть разные страховые планы. Об этом лучше спросить страхового агента. Можешь, кстати, пригласить его гостем на следующее интервью. Итак, мы добрались до второй части интервью. И, конечно, нельзя не обсудить пандемию и производство вакцины. Мы все в ожидании эффективной и безопасной вакцины, и на сегодняшний день в Китае уже существует несколько вакцин, одобренных к тестированию на людях. Тема вакцинации, безусловно, продолжает быть актуальной сегодня. Многие страны проводят исследования и разрабатывают свою собственную вакцину. Что касается Китая, я могу судить о ситуации лишь в масштабах нашей больницы. Многие члены персонала уже были вакцинированы. Эта вакцина была разработана в Китае? Да, в Китае. Сколько она стоит? На сегодняшний день медперсонал вакцинирован бесплатно. А не медперсонал может получить вакцину? Несколько месяцев назад было одобрено распоряжение о том, что вакцинации подлежат работники сфер, сопряженных с наибольшим риском заражения. Например, медперсонал. А остальные китайцы и экспаты, которые здесь живут? Мы задаемся тем же вопросом. У нас есть отдел клинических исследований, но на сегодняшний день мы не уполномочены продавать вакцину. Мы не знаем, будет ли она платной или когда она будет доступна. Если все же она будет платной, какую стоимость вы считаете приемлемой? Мне, как среднестатистическому жителю, конечно, хотелось бы, чтобы ее стоимость не была заоблачной. В России, например, можно сдать тест на коронавирусную инфекцию прямо в аэропорту за 250 юаней. В Дубае он стоит порядка $100. Сколько он стоит в Китае? В Шанхае стоимость теста на нуклеиновые кислоты в любой больнице 120 юаней. Это постановление правительства. Вы можете представить, сколько может стоить производство вакцины на мировом уровне? Это вне моей компетенции. Миллионы. Из новостей мы знаем, что США, Германия и Россия уже выпустили свои вакцины, и согласно официальным данным ожидается успешное завершение 3 фаз тестирования на людях. Как вы думаете, когда мы получим эффективную вакцину, должны ли мы все сделать прививку, или все-таки это остается личным выбором каждого? Я считаю, что ковид становится все более фоновой болезнью. Поэтому, теоретически, в будущем он станет чем-то вроде гриппа. Мы же вакцинируемся от гриппа каждый год. Нас никто не принуждает. Ты должен сделать прививку. Но вакцинация настоятельно рекомендуется. Так что, я думаю, ковидом будет то же самое.
Многие боятся побочных реакций, и поэтому отрицают даже саму идею вакцинации. Это все-таки не то же самое, что прививка от гриппа или ветрянки в детстве. Есть какие-то побочные реакции? Определенно есть. Об этом было официально заявлено. Но они потенциально есть у любой другой вакцины. Реакции могут проявляться не у всех, и даже скорее у малой части населения. Элементарно недостаточно клинических данных для разработки на 100% безопасной вакцины. Вот оттуда и все страхи и переживания. Периодически мы слышим о новых штаммах вируса, о том, что он мутирует. Что, нам теперь нужны новые вакцины? Или это все один и тот же вирус, просто немного модифицированный? Хороший вопрос. Абсолютно очевидно, что биологически вирус постоянно мутирует и принимает новые формы. Может, в будущем будут произведены какие-то новые вакцины, но те, которые есть на сегодня, вполне эффективно выполняют свою функцию. Ковид может быть биологическим оружием? Надеюсь, что нет. Совершенно точно вирус изменил привычный уклад жизни каждого из нас. Мы вынуждены постоянно носить маски, держать социальную дистанцию. Даже сейчас. Вирус внес свои коррективы в нашу повседневную жизнь. Совсем скоро, буквально через пару недель, наступит китайский Новый год. И что лично я наблюдаю, государство будто бы старается изо всех сил предотвратить внутреннюю миграцию, когда все китайцы едут домой в свои провинции, чтобы провести время с семьей. Это самая большая внутренняя миграция в мире. Как вы думаете, в конце концов, государство просто запретит новогодние разъезды? The government will just ban traveling during Chinese New Year? Моя личная рекомендация – оставайтесь в курсе новостей. Ситуация может меняться каждый день. Вы думаете, мы когда-нибудь будем жить прежней жизнью? Трудно сказать. Я надеюсь, что да. Я большой поклонник путешествий. И я жду не дождусь, когда смогу поехать в Макао, в США и еще куда-нибудь. Да, надеюсь, 2021 будет годом, полным прекрасных путешествий для нас всех. Спасибо большое вам за наш сегодняшний разговор. Я тоже надеюсь, 2021 подарит нам больше теплых встреч с нашими семьями и с нашими друзьями. We laugh, we joke, we sing. What a beautiful day.